Часто задают вопросы, чем отличается метод PDTR от, скажем, травматологии, ортопедии, остеопатии, мануальной терапии. Очень часто, как травматолог-ортопед, я вам расскажу, приходит пациент с болями в коленном суставе или боль в плечевом суставе. И, конечно, мой акцент идет на плечо. Я должен его обследовать, посмотреть и назначить лечение этих болей. Но как специалист метода PDTR я понимаю, что плечо, если оно не было травмировано, это компенсация. И проблема на самом деле может быть находиться в другом месте. Если это мануальный терапевт, конечно, я буду работать с плечевым суставом, с позвоночником, но опять же высоковероятно, что я не выйду на источник проблемы. Когда у меня в руках есть возможность исследовать миотатический рефлекс, я могу проверить, а почему мышцы на плечевом суставе работают неправильно, и найти ту зону, воздействие на которую приведет к включению этих мышц. Как только они полностью включаются, уходят в режим правильной работы, организм сам восстановит этот сустав, это закон. И метод PDTR, чем он прекрасен? Тем, что есть принцип. Ни таблетки, ни врачи, ни операции не могут так вылечить организм и тело, как может это сделать сам организм. Доказательство этому, кто сращивает перелом? Организм. Перелом неправильно сросся у ребенка, организм выравнивает. Все делает наш организм. Это потенциал, который заложен сам природой. Так вот, что происходит, когда возникает какая-то травма, операция? Этот потенциал снижается, и он не может нормально реализоваться, потому что есть какой-то триггер. Вот метод PDTR позволяет убрать этот триггер. И когда спрашивают, а за счет чего идет восстановление? Восстановление идет за счет того, что мы убираем то, что мешает нервной системе и организму в целом решать свои проблемы самостоятельно. Это самый физиологический метод стопроцентного грамотного подхода к лечению патологии. В свое время я заметил следующее. Приходит пациент ко мне с плечевым суставом, я назначаю диагностику, нахожу там какой-то артроз, расписываю лечение, делаю блокаду в плечевом суставе, и в течение недели боли проходят. И с точки зрения отношения врач-пациент я хороший специалист, боли ушли. Но через 2-3 месяца пациент возвращается ко мне, плечо не болит, но болит противоположный коленный сустав. И тогда я стал задумываться, а на что на самом деле сделал не так. А выглядит это следующим образом. Плечо — это была часть компенсации той проблемы, которая находится абсолютно в другом месте. Это может быть удаленный зуб, зона операции, сломанный голеностопный сустав. И я убрал одну компенсацию, и потребовалось либо вариант создать новую или нагрузить новую, которая не беспокоила, это, например, колено, либо вернуть снова проблему в том же суставе, который я лечил. И дальше, когда я знаю, что это компенсации, их нет смысла лечить, там, вправлять позвонки, мне нужно найти ту зону, которая запускает эти компенсации, полечить, и тогда будет 100% результат.